Бремен – немецкий трансатлантический лайнер, построенный для компании северогерманский Lloyd. В 1929 году отобрал голубую ленту Атлантики у британского лайнера «Мавритания», которая удерживала ее 20 лет. Судно было построено для отвоевывания голубой ленты Атлантики, но на борту судна было много вещей, которые интересовали общественность больше скорости. Внешне лайнер был чем-то новым. Его корма была новой формы ложки, и большой лайнер на то время имел лишь 2 дымовые трубы. Другая интересная особенность состояла в том, что ширина судна была больше, чем у любого другого лайнера-скорохода того времени – 31 метр. Многие полагали, что судно слишком широкое для гонки за скорость. До этого момента все суда, которые претендовали на титул самого быстрого, строились узкими. Но новый лайнер показал, что это уже не обязательно. Новые технологии принесли на борт Бремена несколько новых изобретений. Например, на судне был автопилот, названный металлический Майк. Автопилот мог вести судно даже в самую плохую погоду. Также на судне использовался новый шведский измеритель скорости. Этот прибор состоял из трубки в днище судна, в которую попадала забортная вода. Трубка была соединена с колесиком, по оборотам которого и вычислялась скорость. Безопасность океанских лайнеров была на первом месте после трагической гибели «Титаника» в 1912 году. Бремен соответствовал всем современным требованиям безопасности. На верхней прогулочной палубе по длине всей надстройки стояли спасательные шлюпки. Каждая шлюпка была моторной. Топливные баки шлюпок всегда были заполнены. Учения по безопасности проводились почти каждый день. В этих шлюпках могли поместиться 3848 человек, на 800 человек больше вместимости судна. Плюс к спасательным шлюпкам на лайнере было несколько плотов и резиновых лодок. Двигатели Бремена и Европы были самыми мощными в мире на момент постройки. Они состояли из 4 турбин по 25 тысячам лошадиных сил каждая, что было на 30 тысяч больше, чем у Мавритании. Электричество вырабатывалось отдельным дизельным двигателем. Руль судна также был новинкой. В то время как рули старой конструкции представляли собой плоскую стальную пластину, руль новых немецких лайнеров был полым, а полость была заполнена клеем и пробкой. Таким образом, руль был намного легче, и у кормы лайнера не было дополнительной нагрузки. Так же, как и на Иль-де-Франс, на Бремене была установлена палубная катапульта типа К-2 для почтового самолета. Чтобы быть самым быстрым судном, лайнер должен был также быстро переправлять почту через Атлантический океан. Самолет стартовал с палубной катапульты на расстоянии до 1200 км от пункта прибытия, что позволяло ускорить доставку почтовых грузов до 24 часов. Эксперименты с авиационной доставкой почты начали проводить в 1929 году. Так, с помощью катапульты типа К-2 с Бремена, когда судно находилось на расстоянии 400 км от Нью-Йорка, был запущен Хайнкель Хи-12. Через 2,5 часа самолет достиг пункта назначения. На следующий день самолет уже вернулся на лайнер. Когда закончилась Первая мировая война, у всех стран мира не хватало средств на восстановление своего коммерческого флота. Больше всего в этом была заинтересована Германия, которая, согласно Версальскому соглашению, передала практически весь свой коммерческий флот странам-победителям Первой мировой войны. И если последние могли восстановить свой флот немецкими репарациями, то Германии предстояло начать воссоздавать флот с нуля. После того, как 3 лайнера класса «Император» было передано США и Великобритании, от немецкого торгового флота остался только старый лайнер Deutschland, построенный еще в 1900 году. Для Германии еще одним неприятным фактом было то, что голубая лента Атлантики все еще принадлежала Великобритании, лайнеру «Мавритания», которая установила рекорд в 26,6 узлов еще в 1909 году. Германия должна была срочно что-нибудь предпринять. В 1927 году Франция построила самый красивый лайнер в мире – Иль-де-Франс. Тот факт, что Германия проиграла войну, заставлял немецкую общественность чувствовать себя еще хуже.
Тогда было решено снова вступить в гонку на североатлантическом маршруте. Вместо того, чтобы гнаться за размерами и роскошью, Германия решила бороться за голубую ленту Атлантики. Спустя 20 лет лента сменит хозяина. Было принято решение о постройке двух больших лайнеров компании «Северогерманский Ллойд». Суда должны были быть достаточно быстрыми, чтобы побить рекорд Мавритании, а также достаточно роскошными, безопасными и большими. Назвать суда решили Бремен и Европа. Соответственно, Бремен решили строить в Бремене, а Европу в Гамбурге. Причина, по которой суда строили в разных местах, была то, что Германия хотела вести лайнеры в состав флота в одно и то же время. Первым из двух судов должны были закончить Европу, но из-за пожара во время отделки, ввод в строй Европы был отложен на 10 месяцев. Было запланировано, что не только Бремен и Европа будут работать на маршруте между Германией и Америкой. Третье судно должно было превратить дуэт в трио, а именно Колумб, судно, которое первоначально должно было называться Гинденбург, брат британского Гомерика. В августе 1928 году Бремен был спущен на воду. Снова Германия могла утверждать, что обладает главным судном Атлантики. Но вопрос о том, сможет ли Бремен отвоевать голубую ленту Атлантики, был все еще открыт. Для немецкой общественности было бы большим разочарованием, если бы Мавритания могла удержать ленту. 16 июля 1929 года Бремен отправился в свой первый трансатлантический рейс Бремерхафен-Нью-Йорк. Когда он достиг Нью-Йорка, плавучего маяка Эмброуз, за 4 сутки 17 часов и 42 минуты, считая от Шербура, средняя скорость составила 27,83 узлов, и лайнер завоевал голубую ленту Атлантики. Бремен стал одним из самых популярных судов на Северной Атлантике. В 1930 году к нему присоединилась однотипная Европа. Она побила рекорд брата в западном направлении, пройдя участок Шербур, плавучий маяк Эмброуз за 4 сутки 17 часов и 6 минут, показав среднюю скорость 27,91 узлов. В 1933 году Бремен снова перехватил голубую ленту Атлантики в обоих направлениях. В том же году итальянский лайнер Рекс побил рекорд Бремена в западном направлении, показав среднюю скорость в 28,92 узлов. А в 1935 году рекорд Бремена в восточном направлении был побит французским лайнером Нормандия со средней скоростью в 30,31 узлов. Судно служило северогерманскому Ллойду до начала Второй мировой войны, совершив за 10 лет службы 190 рейсов. Во время южноамериканского круиза в феврале 1939 года Бремен стал крупнейшим судном, прошедшим Панамский канал. В гавани Нью-Йорка пирс, у которого швартовался немецкий лайнер, был местом частых антинацистских выступлений. 26 августа 1939 года Кригсмарине издала приказ всем немецким судам вернуться в немецкие порты. Бремен в это время направлялся в Нью-Йорк, и капитан Адольф Аренс решил не прерывать плавание. 28 августа лайнер доставил 1770 пассажиров и 2 дня спустя, 30 августа, заправившись и без пассажиров, но после интенсивных проверок и инспекций, вышел в море. 1 сентября с началом вторжения в Польшу был получен приказ следовать в Мурманск, куда Бремен прибыл 6 сентября, отправив по прибытии большую часть команды в Германию железной дорогой. Бремен на всем пути преследовался британскими военными кораблями, однако воспользовался туманной погодой, при этом на его трубах были нанесены опознавательные знаки советского торгового флота. С началом советско-финской войны Мурманск стал небезопасным местом, и судно получило приказ прорываться домой. Выйдя 6 декабря в сопровождении военных кораблей советского Северного флота, уже 13-го лайнер пришел в Бремерхафен. В пути лайнер был обнаружен английской подлодкой «Салмон», однако сопровождавший Ду-18 заставил подводную лодку погрузиться, и командир решил не продолжать атаку. Когда Бремен прибыл в Германию, власти решили поставить судно на прикол.
Сначала и Бремен, и Европа должны были стать вооруженными крейсерами, но из-за их размеров их решили переделать в транспортные суда. Лайнер погиб трагично. Пока судно было пришвартовано в Брёмерхафене, в марте 1941 года по вине кого-то из членов экипажа на борту возник пожар. Огонь быстро распространился, и способа его потушить не нашлось. Судно было слишком сильно повреждено, и его пришлось списать. Лайнер отправили на разборку. Окончательно он был разобран в первой половине 50-х годах.